Всем привет, это Иван Жданов. Сегодня 2 мая, и война идет уже 2 месяца. В России начались большие праздники, а война не может уйти на выходные праздники. Именно поэтому мы продолжаем каждый день рассказывать вам самые важные события этой войны. В этом выпуске генерал Герасимов едва не погиб в Изюме. Россия планирует напасть на Молдову. Из Азовстали вывезли мирных граждан. У Тинькова отобрали банк, а Финляндия планирует построить забор на границе. Но, конечно, весь мир обсуждал Анджелину Джоли, которая приехала в Украину. Украина продолжает удерживать основные позиции, несмотря на мощный натиск российских войск по отдельным направлениям. Поэтому никаких серьезных продвижений мы не видим. Основные бои продолжаются все так же на Восточном фронте. Южнее Изюма российские части штурмуют Великую Камышеваху. Движение по направлению к Барвинково остановилось в районе Сулиговки и Курульки. Там российские части несут потери, в том числе от артиллерии. Продолжаются бои за Лиман и Ямполь. Здесь российские части прорываются к реке Северский Донец. Есть спутниковые снимки Лимана, на которых видны пожары на окраине и в самом городе. Восточные российские войска продолжают массированные обстрелы и штурм Рубежного. Идут бои в Попасной окраинах, например, атакуют Золотое. Но украинская оборона здесь держится уже много дней. На Запорожском фронте продолжаются локальные бои, и все больше внимания привлекает Херсонская область, а точнее ее южная часть. Уже и западные источники пишут о концентрации российских войск в этом районе. Украинцы сообщают, что населенные пункты на границах Херсонской и Днепропетровской областей подвергаются массированному обстрелу, и что здесь может начаться наступление на Кривой Рог, в том числе потому, что Путин потребовал захватить родной город Зеленского. На самом деле, маловероятно, что российская армия начнет наступление именно здесь. Тем более, а как они будут брать Кривой Рог, если до этого у них не получалось взять ни одного крупного города? Скорее всего, план в том, чтобы отбить всю территорию Херсонской области. Это важно, если пытаться объявить независимость их ХРНР или что-то в этом роде. Вот чтобы вся область оказалась типа в руках Путина. Думаю, у солдат Украины другие взгляды на этот счет, и напомню, что южная часть Херсонской области пока остается свободной. Российская армия продолжает хаотично обстреливать украинские населенные пункты. Вот на видео кадры обстрела какого-то коровника или колхозного склада. Там трактора стоят. Пропаганда, конечно, заявила, что поразили склад с боеприпасами. Но вот британская The Times пишет, что Путин готовится напасть на Молдову. Якобы будет использоваться донбасский сценарий с беспорядками в Кишиневе и Тирасполе, признанием независимости Приднестровья и отправкой войск. Однако я напомню, что Молдова изолирована от России. Российских солдат в Приднестровье не больше 2000, а перебросить новые можно либо по воздуху, либо морем. Но в первом случае есть риск, что самолеты просто собьют, а для морского десанта явно недостаточно сил. Надо ведь еще оборону Украины пытаться сломить. Так что я мало верю в реальную войну в Молдове, однако не забудем, что у Путина может быть своя реальность, в которой он живет. Он же решил напасть на Украину. Кто знает, что будет с Молдовой. Вчера стало известно, что в Украину прилетел заместитель Шойгу, начальник генштаба генерал армии Герасимов. Тот человек, под руководством которого создавался весь план вторжения путинской армии в Украину. Нью-Йорк Таймс пишет, что Герасимов приезжал в Изюм, чтобы провести там совещание. Украинцы попытались уничтожить генерала, ударив по школе номер 12, в которой путинская армия в Изюме использует как штаб. В результате обстрела, по данным украинцев, погиб генерал-майор Симонов и около 200 российских военных. Эти данные пока не подтверждены. Сам Герасимов точно не пострадал и улетел обратно. Об этом писал эксперт CIT Руслан Левиев.
При этом, судя по уровню охраны, сразу 3 штурмовых вертолета действительно прилетал Герасимов. Ну ничего, еще хлопнут обязательно, не переживайте. Наступление путинских войск застопорилось, и вот этот визит начальника штаба якобы должен чем-то помочь. Но поможет ли? Я, честно говоря, сомневаюсь. Что такого он может сказать, чтобы ситуация поменялась? Может, Герасимов подскажет российским солдатам, как им обходиться без обуви или без танков, которые сожгли джавелинами? Тем более, что вся война до этого момента, скорее всего, шла по плану, который разрабатывал штаб Герасимова. Ничего нового они не придумают. Я знаю, что нужно говорить солдатам, что нужно идти домой и не исполнять преступные приказы. Но это генерал Герасимов, конечно, не скажет, и именно поэтому его точно хлопнут, не переживайте. Новые потери несет и Черноморский флот. Ранее появлялись сообщения об украинских обстрелах острова Змеиный. На нем после захвата находился небольшой российский гарнизон. Зачем он там, непонятно, но вот вывозить солдат из-под обстрела собирались на катерах. Появилось видео, где беспилотник, возможно Байрактар или какой-то другой, уничтожает сразу 2 катера. Хорошая новость пришла из Мариуполя. Сработал гуманитарный конвой для мирных жителей, скрывавшихся в Азовстале. 80 человек вывезли на территорию подконтрольную Путину. Еще около 100 граждан вместе с конвоем ООН отправились на территорию, которую контролирует Украина. Зеленский заявил, что сегодня, 2 мая, эвакуация возобновится. Продолжается война и на территории России. В Белгороде взорвался один из объектов Минобороны. Вероятно, склад с боеприпасами. Очевидцы засняли огромный столб дыма, предположительно из села Козачево. В Белгороде продолжает работать также ПВО. Вот практически каждую ночь что-то сбивают. А в Курске произошло частичное обрушение моста. Прям вот так губернатор и написал. Ну а что, рельсы ведь висят. Ну хорошо, хоть не стали писать, что дождь виноват или сильный ветер. Сразу сообщили, что речь о диверсии. Анджелина Джоли приехала во Львов. Актриса и посол ООН посетила лагерь беженцев, встретилась там с детьми, пострадавшими после ракетного обстрела Краматорска. Джоли даже пришлось убегать в бомбоубежище, когда над городом прозвучала сирена воздушной тревоги. Также она посетила учебно-реабилитационный центр «Гармония» во Львовской области, где пообщалась с его воспитанниками. Сразу несколько новостей к нам поступают также из Финляндии. Местные СМИ пишут, что 12 мая Финляндия уже подаст заявку на вступление в НАТО. Также принято решение о строительстве забора на границе с Россией. И что неудивительно, расторгается контракт на строительство атомной электростанции Росатомом. Разрешение на строительство станции должно было быть получено в ближайшие пару месяцев, но теперь не будет. Олега Тинькова заставили продать свой банк. Банкир рассказал, что после того, как он выступил против войны, с руководством банка связалась администрация президента, банк угрожали национализировать. После этого Тинькова заставили продать свою долю по тайну за 3% от реальной стоимости. Ну, Тинькову можно вспоминать, что он говорил до этого. В разговоре с Нью-Йорк Таймс Тиньков также сказал, что опасается за свою жизнь и уже нанял охрану. Смешная новость пришла из Госдумы. Там Володин предложил привлечь к ответственности глав государств, которые поставляют Украине оружие. Интересно, вот Володин понимает, что больше всего оружие Украине поставила Россия. Уже больше 1000 единиц техники захвачено украинцами. Что Володин предлагает, посадить Путина в тюрьму? Нет, конечно, он просто не думает. А в российских магазинах появились вот такие игрушки. Ну, безумие, оно должно, видимо, начинаться с самого детства. Но я верю, что, конечно, дети не купятся на эту тупую пропаганду. И я верю, что они очень быстро забудут эту всю ерунду, когда
власть сменится в России. Она сменится, обязательно это произойдет. Каждый день мы рассказываем вам правду о войне в Украине, событиях вокруг нее. Как уже сказал, будем говорить вам каждый день, рассказывать вам новости обязательно. А вы помогите нам распространять наши ролики. Поставьте лайки, напишите комментарии, даже если где-то отдыхаете на майские праздники, если у вас есть такая возможность. В 19 часов трансляция, как обычно, а мы увидимся завтра примерно в это же время.